Всем привет! Завершаем второй сезон Dota 2 Миллионера с Вилатом. Небольшая предыстория по поводу всех остальных выпусков. Там часть у Рухаба, часть у меня. В общем, Как-то их объединить надо в один пост. я думаю, в плейлисте будет. В общем, найдете, скорее всего, ссылочки. Как-нибудь найдете в этом видосе. Решим как. Правила игры. 14 вопросов, 3 подсказки. Первая — блюр фантомки, то есть 50 на 50. Говоришь 50 на 50, я убираю 2 неверных варианта. Вторая — аегис. Если ты какой-то ответ не угадываешь, то можешь продолжать играть. И последнее — это свап венги. Заменяем вопрос на один из двух случайных. Случайные могут быть сложными, легкими, наугад. Все? Готов? Да, ехала, готов. Кто из этих игровых персонажей известен своей любовью к пиву? А. Вилат, Б. Брюмастер, С. Бистмастер, Д. Мэдисон. Ну, очень легкий вопрос. Если бы вот одну строчку убрать, было бы два правильных ответа, одно слово, да? Кто из этих игровых персонажей? Как бы мы с Мэдом не игровые персонажи, как ни крути, а любим пиво мы побольше, чем Брюмастер. Брюмастер — правильный ответ, Б. Верно. Идем дальше. А баксы дают? Не, баксы не дают. Ладно, поехали, давай дальше. Согласно одному комментатору TI6, описывавшему СНГ Доту, наша игра это: А. Привести своих жен, друзей, подруг. Б. С друзьяшками собирать команды. С. На шопинг сходить. Д. Троллить всех в интернете. Слушай, если правильно я понимаю правила игры в Миллионер, есть правильный один ответ. Правильно? Или У нас может быть несколько. Бывает такое. Бывает. Ну, ответ А правильный, однозначно правильный. Его две СНГ команды подряд пытаются повторить, и вот не получается. То есть они привозят своих жен, друзей, подруг, но результат не получается. С друзьяшками собирать команды мы тоже знаем, что это правда. На шопинге ходить мы тоже знаем, что это правда. А вот троллить всех в интернете, я вот не помню, говорил ли я. Но, по-моему, говорил. Все 4 ответа правильных. Хорошо, ты все верно описал. Хорошо, что я помню это, да? Идем дальше. Давай. Какого героя в ру-комьюнити называют Сала? А. Слардар, Б. Спектра, С. Сларк и Д. Сайленсер. Ну, очевидно, что это D-сайленсер, но почему, ну, как бы... Вообще какой-то странный вопрос. Это понятно, что это сайленсер. Просто я ожидаю подвох в каждом вопросе. Уже. Я посмотрел пару выпусков, я ожидаю подвох. Я считаю, что это D-сайленсер. Просто я не понимаю. Не, я просто, понимаешь, иногда ты в некоторые пабы вникаешь, там чуваки называют вингутом свапалкой, либо силкой. Ты думаешь, черт побери, что вы вообще несете? Но, по-моему... Все-таки так, по-моему, даже комментатор некоторые называют. Да, даже комментаторы некоторые так называют, поэтому сайленсер это сало. Верно. Идем дальше. Какого игрока упоминает Маяковский в этом известном стихотворении? Я в Париже живу как кто-то, женщин имею до 100, мой хук как сюжет в легенде переходит из уст в уста. А. Хвост, Б. Фаник, С. Лост, Д. Дэнди. Я в Париже живу как Дэнди, женщин имею до 100, мой хук как сюжет в легенде переходит из уст в уста. Интересный стих, мне очень нравится, он, ну, очевидно, что это Дэнди. Откуда, где ты его взял вообще? Какое отношение имеет Маяковский к этому стиху вообще? Хотя, возможно, у него что-то было связанное с Дэнди. Там на самом деле целая легенда. Это Маяковскому приписывают, но официально подтверждений нет. То есть, может быть и он. Может быть и он, может быть действительно. Ну, правильный ответ Дэнди, потому что остальные слова как бы не особо вписываются куда-либо, да. Хорошо, это правильный ответ. 4 из 14. Осталось 10. Отлично. Давай. Какая способность Storm Spirit изображена на картинке? А. Static Remnant, Б. Electric Vortex, С. Overload, Д. Ball Lightning. Они все одинаковые. Ну вот, когда нарисованы. Все с электричеством. Они все одинаковые, они просто все синие. Но это не Ball Lightning, точно. Ball Lightning — это такая звезда. Реминант — это, по-моему, такая фигурка, которая остается. Мне кажется, что это пассивка. Но я могу путать с Вортексом. Так, надо вспомнить. Но это точно не Ball Lightning, точно не Реминант, поэтому либо Vortex, либо пассивка. Но, судя по всему, это Overload, это пассивка. Окончательный?
Начинается вот это. Да? Че, можем 50 на 50 сразу Да взять? не, ну на пятом вопросе я лучше Aegis потрачу, чем 50 на 50. 50 на 50 оставлю на потом. Ну просто 50 на 50, ну отбросится у меня Боллайдинг, кстати, Криминант, и что будет? Ну, Ну и тут же случайно. Будет, да, я в курсе, и будет вообще неприятно. Ну, это Vortex. Vortex, разве так выглядит Vortex? Черт его дери. Storm Spirit. Vortex или Overlord? Vortex, Overlord. Давай, правильно, Overlord. Overload. Окончательный ответ. Верно. Хорош. Это Я была был на близок, грани, я на был грани. близок, я был близок к провалу. Не, ну что, хорошо рассуждаешь. Идем далее. Почему курьера в Dota 2 называют курица, если он на самом деле осел? А. Потому что владелец петух. Б. Он любит покурить. С. Перешло из Dota All Stars. Д. Он кудахчет при использовании. Мне очень нравится первый вариант, потому что его владелец петух. Я обычно курьера реально отправляют покупать. Правильный ответ, конечно же, С. В первой доте это была маленькая курица, сейчас ее превратили в осла. Правильный ответ С. Перешло из Dota All Stars. Верно. Идем дальше. Идем дальше. Каков порог ХП на Денай крипов? А. 10%, Б. 25%, С. 30% и Д. 50%. Ну, вот тут надо подумать. Вот тут надо подумать. Вот тут надо подумать. Вот тут могут быть у меня проблемы. Точно не 10. Почему? Ну, потому что он повыше. То есть у крипа, если приблизительно... Ага. Ну, 10 это на Тауэр. Порог Деная, а на крипа выше. На крипа точно выше. Или тоже 10. Но если 10, это было бы тупо. Их было бы очень тяжело схитить. Потому что их нельзя было бы денаить, если бы они были слишком маленькими. Вот, блин, либо 25, либо 30, по-моему. 50. Так, надо какой-то пример себе вспомнить. Тележку можно ли добивать, если у нее меньше, чем половина здоровья? То, что чаще всего делают. Да, похоже на то, что 50%. 50% правильный ответ, да. Окончательный? Да, окончательный. Правильно. Хорош. Как ты по тележке вспомнил? По тележке. Вспомнил по тележке, потому что по тележке проще всего вспомнить. Как бы над крипами хп-бары очень маленькие, а над тележкой они большие. И чаще всего человек даже возвращается на линию для того, чтобы добить тележку, потому что она чуть просела, и по тележке видно, что у нее большой хп-бар, и когда он на половине приблизительно, то чувак идет и добивает. То есть я говорю не по своему, опять-таки, опыту, а именно потому, что вот видишь в игре. По крипам я бы не вспомнил, если бы не тележка. Отлично. Хорош. Сколько видов хекса существует без учета косметических предметов? А2, Б3, С4 и Д5. Какие ты вспомнил? Я вспомнил курицу, я вспомнил поросенка, я вспомнил лягушку. Еще есть рыба. Курица, поросенок, лягушка, рыба. Точно без косметических? Внимательно. Блин, это же действительно, это же какие-то шмотки могут превращать что-то во что-то. Именно. Да, ну вот черт, я же ненавижу эту хрень. Ну серьезно, я просто ненавижу эти шмотки, поэтому я не знаю, какая из них что дает. Сидел бы тут, не знаю, Каспер, который в него в этом разбирается, он бы, наверное, бы ответил. Но Ты лучше героев вспомни. По героям Не, проще я будет. понимаю, что по героям проще. Ну, подожди. Без учета косметических предметов, уточнение. Это имеется в виду без учета хекса как предмета? Да. Или без учета, просто я думал, может есть у кого-то какая-то уже косметика, которая там Расти хекс делает какой-то дебильный. Да, есть и такая. И такой, черт бери, долбаная дота. Вот если бы вот это отменили, я был бы доволен. Я говорю, как ты слон. героев, в общем-то, вспомни, и так ты вспомнишь, сколько видов. Ну, понятно, что это Леон, понятно, что это Shadow Shaman. Нет уж третьего хекса в доте. Нет, третьего хекса нету в доте, есть только два встроенных. Ну, тоже смотри, косметических. Я понял. Вопрос я понял. Теперь уже точно. Сколько видов животных существует? Черт, ну это вот сейчас очень сложно. Вот даже 50 на 50 никакое не поможет, ничего не поможет. Тут абсолютно ничего не поможет. Заеведить вопрос тоже, наверное, не получится. Хотя вот на этом вопросе я, наверное, рискну потратить свою жизнь. Я все-таки поставлю на то, что точно есть курица, точно, абсолютно точно есть курица, абсолютно точно есть... Царь еще есть.
Черт тебя дери. Лягушка, курица, овца, свинья и рыба. И сколько из этого... Сколько из этого косметики? Сколько из этого косметики, а сколько из этого не косметики. Вот это самое... Короче, я буду угадывать. Давай сделаем так. Давай скажем, что есть 3. Правильный ответ 3. Б3. Я их не назову, но их 3. Ты прав. Как ты это сделал? Да ладно. 3. А какие 3? Помнишь? Хекс предмета, Но. Раста или он? Расталион. Они все в одинаковые превращают, да? Нет. Но они все... Все в разное, Ну, все в разное, а я все понял. остальные, что ты назвал, это только косметика. А это только космет, черт. У какого из этих героев больше всего способностей? А. Течис, Б. Феникс, С. Лайфстиллер, Д. Морфлинг. Способность имеется в виду, ну, перекачка, это, допустим, да, 2 разных способности. Да, потому я что тебя можно понял. Включить, выключить. Опять-таки тут вопрос. Не, ну это уже не считается героем, это, если Морфлинг с Аганимом, то это уже не считается героем. Нет. Да, это уже совсем другое. Аганимные способности Да, не да, учитываются. я понял. Ладно, так быстренько считаем Морфлинг. Wave, Adaptive Strike, перекачка в одну сторону, перекачка в другую сторону, Replicate 5. Феникс. 1, 2, 3. Блин. 3, 4. Лайфстиллер. У Лайфстиллера есть же еще вылезти. Да, у него же есть еще вылезти, и это очень плохо. У Феникса тоже есть такие Да, у штуки. Феникса тоже есть. Вопросики-то уже непростые. Так, да, Течис минки, Течис ультовая минка, Течис трэпа, Течис вот этот дебильный значок. Это тоже ж спел, правильно? Давай, может, подсказочку бахнем? Да, давай 50 на 50. Оставляем Б и С. Вставляем Б и С, Феникс и Лайфстиллер. Феникс и Лайфстиллер. Угу. Феникс и Лайфстиллер. Ладно, Вунс, фисты. Спасибо. О, фисты, говорю, боже. 3, залезть, вылезть, 5. Феникс. 1, 2, 3, 4, 5. Феникс, Б. Окончательный? Да. Правильно. Ты на самом деле не все у Найкса посчитал, ну, то есть там В смысле не разница. посчитал? 1, 2, 3 и с ульта 2. Там у Найкса, по-моему, 6, а у Феникса 8, что-то такое. Феникса 7, получается, Слушай, а учитывается приближение, расширение у Виспона при Виспоне? Да. Ну, я понял, То есть да, там я их понял. реально Их реально дофига. дофига, да. В зависимости от того, где ты, как ты, что ты. Слушай, ну у тебя еще Аегис и Свап, нормально? Нормально. Живем. И сколько еще? 5 вопросов, да? Да. Да, 5 вопросов. Я еще могу дожить до конца. Какой из перечисленных скиллов собьет Healing Salve даже на первом уровне прокачки? А. Burning Spear, Б. Poison Touch, С. Ignite и Д. Fire Spirits. Так, Burning Spear точно не сбивает. Fire Spirits точно не сбивает. Poison Touch либо Ignite. Poison Touch на первом левеле, сколько дамэджа он наносит изначально? Вообще, ну да, наносит, он не станет. А сколько надо, чтобы сбить, помнишь? А вот не помню. Ну точно знаю, что Burning Spear не сбивает. Точно знаю, что надо, чтобы 3 стака, чтобы сбилось. Ну то есть он тикает очень долго. Ignite. Под Ignite, по-моему, тоже можно. Или нельзя под Ignite регениться? Poison Touch либо Ignite. Poison Touch либо Ignite. Надо подумать и вспомнить. Ты же учти, что имеется в виду собьет. То есть то человек есть собьет. применяет ее, и на него кидается скилл. Сбивает или нет. А не наоборот, что на тебе скилл. Я понял, на тебе висит, и ты можешь отпиться. Черт побери. То есть Ну, это... с Хускаром у нас даже на этом интернешнале была веселая заруба. Когда Слардар пытался отпиваться, фейсбьяны его там закидывали. Чемпион интернешнала, который дважды фиданул до 3-й минуте на Слардаре. Да, было дело. Побегал от Хускара, пытаясь отпиваться фласками. Но опять же, Они это должно сбиваются. быть много, это должно Да, быть много должно быть стаков. много стаков, А тут да. имеется в виду одна Просто, тычка. да. Никто не говорит, что тут много. 10. Да, я понял. Хорошо, Fire Spirit точно отбрасываем, 100%. Давай поставим... Не.
Аегис у меня еще есть, да? Да. И поменять вопросы. Давай поменяем этот вопрос. Хорошо. Давай, мы его поменяем, но я скажу, что я думаю, что это Poison Touch. Но мы его потом мне скажешь, да или нет. Давай, А следующий. давай я тебе сразу скажу. Да. Это был Ignite. Это был Ignite. Ну, вопрос, первый или второй? Давай второй. Какой из ниже перечисленных рун для косметической вещи не существует? А. Дано торрент по 4 героям. Б. Возвращено к фонтану. С. Убито владельцев гема. И Д. Использовано репел на врагов. Шаришь в рунах для косметических предметов? Серьезно? Ну, какой на рандоме попался. Я знаю, что у меня где-то в какой-то одной шмотке, в какой-то одной есть количество поставленных вардов. Вот это все мое знание про руны внутри косметических Не, предметов. ну, сам подумай, чисто по Не, чисто логике. логично. По логике. Чисто логично. Убито владельцев гемов. Там герои именно указаны, не Да, просто я понял. Сколько торрент по 4 героям. Это возвращено к фонтану. Использовать репел на врагов. Использовать репел на врагов. Убить гем. Ну, по логике надо думать. У меня нету вариантов. Мне надо в любом случае отвечать. В итоге я одно поменял. Другой там бы я все равно не угадал. Как бы, но так бы у меня остался хотя бы свап. А так в итоге я сейчас дважды на одном вопросе погорю. Долбаная косметика, ненавижу косметику, вала, удалите всю косметику, галочку поставьте. Я годами горю из-за косметики, и тут сейчас тоже сгорю из-за косметики. Сгоришь. Черт побери. Ладно, давай подумаем, что кунка, наверное, должно быть, потому что 4 героя, ты же не просто написал 4 героя, а не 3. А возвращено к фонтану после ТП, наверное, тоже должно быть. Убито владельцев гема, вот это вот я сомневаюсь. Использование репел на врагов, ну... На Рике вообще какие-то предметы есть, эти Саша Яша есть, это галимое. Блин, черт побери, как все плохо. Надо начинать задрачивать косметику, потому что беда, стыдно. 2 вопроса по косметике и 2 я просаживаюсь. Давай сделаем ставку на С, убито владельцев гема от Рикимара. Неправильно. Кунка дано торрент по 4 героям. Да ну черт побери. Ладно, все, больше шансов у меня нет проиграть, да? И еще целых 4 вопроса впереди. Да, самых сложных. Да. Да. Какой из этих персонажей никогда не выставляет боль на показ? А. Свен, Б. Дум, С. Войд и Д. Зевс. Ну, это какая-то фраза, которую он говорит, когда его убивают. Или... Там, ну да, там и по лору, и он еще и Да, типа... да. Я даже больше тебе, я могу даже подсказать по этому моменту, когда у него мало, очень мало хп, знаешь, все герои как бы хромать начинают. А этот герой никогда не хромает. Всегда жив. И держится. Да, кстати, когда ломает ноги. Ну, логично это Doom, да, потому что он как бы вообще демон, ему больно, но он хромает, когда его бьют, он хромает, он этот меч за собой тащит. Ага. Свен, Rogue Knight или Void. Faceless Void, в принципе, может быть из-за того, что он безликий, из-за этого он может не показывать свою боль. Вот тут я буду тоже вот чисто логикой, потому что вот по лору я не вспомню этого точно. Зевс. Да, Зевс вряд ли. Зевс как-то вообще не пишется в эту компанию. Может быть, поэтому. Чисто интовичок такой, который никогда не выставляет боль. Никто не трогает. Человек, который не... Блин. Давай. Ну, вот надо, понимаешь, надо вспоминать сейчас вот моменты в эфире где-то, когда Свен битый на базу бежит, или какие фразы проскакивают, или когда там Void едва живой отпрыгивает. И до конца гейминг у него просто. Никогда не выставляет боль на показ. Да, очень сложно. Походу здесь на мои приключения закончатся. Я 10 вопросов прошел честно.
И я уже собой горжусь. Можешь угадать и этот? Давай. Ну, Не если сдавайся. угадаю, прям совсем будет. Давай мы так, мы сделаем ставку на то, что есть два варианта. Зевс мне просто не нравится, потому что он не пишется. Дум, потому что я помню, что он хромает. Свен, он же рыцарь, он же Рогнайт, он же режет. И Войт, он безликий. Вот выбор между этими двумя. Один гордый ублюдок, а второй без лица. Он в принципе боль показывать не может. Он же безликий. Он же Faceless Void. Давай поставим на то, что это Faceless Void. Нет. Это был Свен. Ну ты был близок. Это нечестно, черт, блин. Короче, вопросы. Давай дальше. Покажешь мне еще 3. Да, ну чисто для интереса, сейчас вот быстренько прокатимся. Я остановился на 10-м, да? Я На совсем- 11-м ты На проиграл. 11-м. То есть я не дотащил 12, 13, 14, 3 вопросов. вопросов. Блин. Блин. Вопрос 12. Блин, как неприятно. Какая из следующих способностей наносит чистый урон? Glaives of Wisdom, Silencer. Сразу знаешь. Да. Изи, видишь? Надо было 11 этот ставить. Ну, надо было 11, Еще бы да. прошел ну, дальше. Ну, Acid Spray, понятно, физика, Moonglaive магия, хедшот тоже, хедшот сбивает ТП, тоже физика, по-моему. А Glaives of Wisdom, давай дальше. Давай дальше. Еще 13 мне покажи, чтобы я знал, ну, если бы я угадал, все будет нормально. Сколько героев доты могут переходить из формы ближнего боя в форму дальнего боя и наоборот? А1, Б2, С3, Д5. Считаю. Тролль Террорблейд. Так, 2 уже есть. Давай, думай, мало, думай. Думай, у кого есть еще какие-то аватары, либо что-то такое. Хотел темпларка сказать. Ну, у нее изначально что, почти ближнего боя, а потом дальнего, то есть можно прицепиться. Тролль Террорблейд, Найкс, Dota 2, ну, Лайфстилер. У него иногда тычки реально дальнего боя залетают, когда он за кем-то гонится. Это шутка. Это баг. Да, это баг, это не считается. Ну, два, я больше не вспомню. Да, 2. Окончательный. Там я же уже не участвую, как бы я сейчас могу все 108 перечислить и рано или поздно угадать, ну, то есть мне надо вот сейчас, я сейчас по тавернам как пойду по первой доте, так как я помню. Может еще какие-то новые эти упыри, черт их знает, там эти Арквардены, нет, нет, так, все, я пошел по тавернам уже. Вот так вот искать. Ну, где-то там, может быть, кто-то есть, какой-то Бадон, какая-то Медуза, Нага, нет, 2. Их 5. Что? ДК, Лондруид Ландруид. и Брюмастер. Мама дорогая, в натуре, короче, да, все, поплава. В натуре Драгонайт же, ёшкин кот. Не, я понимаю забыть Брюмастера, потому что, ну, как бы, типа, ультимейт, и типа да, там, да. Не то, ну, Драгонайта забыть, это же вообще зашквар полный. И то, что Лондруид с ренджа машет, ну, такой придурок. Поехали дальше. Какое максимальное количество очков можно получить, пройдя викторину от торговой площадки? А. 24 321, Б. 50 тысяч, С. 80 250 и Д. 124 100. Первый вопрос. Что такое викторина торговой площадки? Там в доту заходишь, там предметы типа угадывать, ну из чего собирается там то-то, Да, когда ты типа ждешь матч. Все, я понял, то. викторина. Сколько там можно максимум набрать, если на все правильно ответить? Если на все правильно ответить. А за что же оно дает очки и как оно дает очки? То есть надо понять, может оно какую-то прогрессию дает или что? Или оно просто круглая цифра? Ну просто довольно странное число, 24 321. Но оно как-то вот вообще непонятное какое-то. То есть что это за число? Откуда оно взялось? 80 250. Я не понял просто за сколько. Я никогда не замерял эти очки. Ты просто кликаешь. Черт его знает, сколько там у тебя очей. То есть это вообще... Ну а порядок хотя бы набирал? Да я не помню. Ну вот серьезно, я помню, что это что-то 25 подряд проходил или 30 подряд. Ну пока игра ищется. Дальше ты же забиваешь. Ты же не сидишь в тупую их. А кто-то слушай, сидел, может- представь, Не, проходил. ну походу да, если есть такие придурки, значит... Не, ну тут пальцем в небо, наверное, надо тыкнуть. Я думаю, вряд ли это какое-то круглое число. Давай поставим на 80 250. Близко, но нет. Близко. 124 100. Ну вот какой придурок сидел, просто тыкал до 124 тысяч. Ну это же полный какой-то рандом, лол. Не, ну да, может быть это какие-то, знаешь, те, которые 9К, у которых игру 3 часа ищут, они там сидят, вот это кликают. Так 2 сериала можно посмотреть в Альтабе за это время. Так. Короче, я плох, очень плохо.
Ну, более-менее, в принципе. Дошел, некоторые проигроки так не доходят. Да, Нормально. хоть чем-то есть гордиться. Подарочек. А за что мне подарочек? У нас все получают подарочки. Так, держи. Так. Вот он. Давай. В общем, это, конечно, отлично. Это вот тут надо выключить под конец, потому что это плохо, там запикано, это хорошо, что там запикано. Да, Ваня, ты это будешь смотреть, извини, я могу тебе этот корабль подарить, если хочешь. Я думаю, ты будешь очень рад, и тебе корабль заедет. Спасибо огромное за подарок, спасибо. Я думаю, он послужит хорошую работу, это однозначно. В общем, последний вопрос. Как тебе шоу? Понравилось? Ну, я натупил много, но у меня есть отмазка, я всю жизнь... Я готовил эту отмазку годами. Я ненавижу косметику в доте, и 2 вопроса было по косметике, и, собственно, я на них сделал ошибки. А так, если бы не было косметики, я бы провалился бы на 13-м вопросе. На 13-м. А если бы не было косметики, то у меня бы осталось бы еще 2 подсказки, я бы, может быть, заевейдил. А там первый дополнительный тоже был бы, наверное, нормальный, а не для этих... Ну, для любителей косметики, да. И, в принципе, я бы набрал больше всех и выиграл бы миллион, но мне пофиг, у меня есть корабль, я теперь буду его посылать в артстайл. В общем, я доволен. Спасибо за участие, ребята. Второй сезон Дота Миллионера подошел к концу. Увидимся. До встречи.